Что изменилось в рукоделии к началу 2026 года и почему я решила обновить концепцию канала. Приветствую моих старых и новых зрителей. Мое последнее видео вызвало большой отклик и заметный рост аудитории. Так я поняла, сегодня творческие люди ищут смыслы, а не просто техники. Я психолог по образованию, но художник по духу, поэтому дальше на канале и практика, и теория. Это дань уважения моей умной и тонко чувствующей аудитории. Мы обсудим, как сделать красиво и почему это работает. О будущих темах позднее, а пока разберемся с основными трендами 2026 года. Главный тренд в рукоделии сегодня – это гипертактильность. Нам не хватает ощущений. Мы устали от гладких пластиковых поверхностей. Они вызывают сенсорную депривацию. Мозг буквально голодает без фактур. Поэтому сегодня важны не только цвет и форма, но и то, как вещь ощущается в руках. Грубый лен, шерсть, теплое дерево или керамика с ручной глазурью. Вещь должна радовать, когда вы к ней прикасаетесь. В моде философия ваби-саби – честное несовершенство, которое делает вещь живой. Люди все сильнее ценят естественные неровности, ручной стежок, фактуру ремесленного плетения или асимметричную керамику. Сегодня это не недостаток, а ценный след человека. Handmade противопоставляет себя безупречности машинного производства. Эра дофаминового декора и кислотных оттенков уходит в прошлое. Сегодня яркий чистый цвет – это только акцент или специя, которую добавляют по правилу 10% дерзости. 2026 год возвращает нас к глубоким природным оттенкам. Графит, терракота, полынь, пыльная индиго, шоколад, олива. А еще спелая вишня, лаванда, масляно-желтый. Популярны и сложные пастельные оттенки с сероватым подтоном. Золото и латунь лучше матовые, с винтажной обработкой. Приоритет серебру и серому металлику. Это палитра, которая не утомляет. Она становится противоядием от визуального шума и прекрасно сочетается с природными материалами. Если в предыдущие годы были популярны быстрые проекты, например, крупная вязка за вечер, то сейчас больше ценятся сложные, длительные техники. Вышивка сашика, вязание больших пледов, крупное макраме или плетение объемных корзин. Мы выбираем сложность, чтобы вернуть контроль над своей жизнью и временем. Ручная работа становится осознанной медитацией и способом цифровой детоксикации. Гиперкастомизация – рукоделие как способ изменить масс-маркет. Актуальные аппликации, роспись и вышивка на готовой одежде, а также намеренно заметный ремонт вещей. Вместо того, чтобы спрятать дырку на джинсах, мы подчеркнем ее яркой вышивкой или заплаткой в технике баро. Например, белая футболка становится холстом для создания нового необычного изделия. В чем глубокий смысл? Рукоделие помогает справиться с ощущением потери себя в толпе. Через переделку мы возвращаем себе право на самовыражение. Холодный минимализм на наших глазах уходит в прошлое. На его место приходят два мощных направления, объединенных идеей психологического комфорта. Мягкий эко-минимализм – это союз чистоты и уюта. Натуральные материалы, дерево, шерсть, лен, природный декор и мягкие формы мебели превращают пространство вокруг нас
в оазис спокойствия. Продуманный максимализм. Это не захламление, а многослойность. Мы наполняем интерьер и гардероб вещами с личной историей, объединяя их общей эстетикой. Так рождается пространство, наполненное смыслами, где важна каждая деталь. Творчество сегодня – это тихая форма протеста против пластика и бесконечной суеты. Когда мы берем в руки иглу, нить, лозу или кожу, мы буквально восстанавливаем связь с предками, с ритмами, которые помнят наши руки. Это возвращение к корням и генетической памяти. Оно успокаивает, снижает кортизол и дарит прилив окситоцина, гормона доверия и душевного покоя. Если же своим примером вы вдохновите на творчество детей, вы подарите им не только навыки, но и бесценную телесную терапию и редкое сегодня живое общение. Такие моменты становятся якорями памяти, образами из детства, которые мысленно возвращают нас в теплые объятия близких людей. Но сегодня мы не копируем прошлое, а переосмысливаем старые орнаменты и техники, вплетая их в современный интерьер, гардероб и декор. Так рождается неофольклор – живая нить между историей и актуальным хендмейдом. Однако смотреть в прошлое сегодня недостаточно. Реалии нового времени напрямую повлияли на рукоделие. Планета задыхается от мусора и перепроизводства. Разумный подход к хендмейду – апсайклинг. Создать практичную вещь или уникальный арт-объект из того, что могло стать мусором – это про осознанность и личный выбор. Так мы не поддерживаем вредные производства и даем природе шанс на восстановление. Как я даю новую жизнь старым вещам, смотрите на канале. За моими плечами художественная школа, воспитание дядей художником, курсы по декору и дизайну интерьера, работа в полиграфии и многолетнее увлечение темами красоты и гармонии. В разное время я занималась шитьем, вышивкой, вязанием, куклами, рисованием, плетением, фотографией и многим другим. И при этом страдала, что не стала большим мастером в чем-то одном. Спокойствие пришло, когда я разрешила себе заниматься всем, что мне нравится. Так сложились воедино все кусочки мозаики. Сегодня я смотрю на рукоделие глазами психолога и хочу поделиться с вами теми знаниями об эстетике, которые часто остаются за закрытыми дверями экспертных сообществ, но так важны для каждого творца. Сейчас я занимаюсь проектом по плетению из ириса болотного и параллельно готовлю новые темы. Айрис Апфель против бескусицы. Давно обещанный разбор. Формула Бога в рукоделии. Золотое сечение. Сложные цвета и правила их сочетания в хендмейде. Одна из базовых потребностей человека – быть рядом с близкими по духу людьми. Поэтому приглашаю вас в наш уютный клуб, где ценят эстетику ручного труда и настоящие смыслы. Если вам откликается такой формат, поставьте сердечко в комментариях. Творите и оставайтесь в гармонии с собой. До встречи!